Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Сегодня я к вам выхожу с нетипичным видео, это не обзор, не ревью, это новости. Потому что тема, я считаю, интересная. Если вы увлекаетесь музыкальным бизнесом, то вам точно понравится данный ролик. Я увлекаюсь и разбираюсь в этом, поэтому для меня то, что я вам расскажу, это тоже очень интересно, потому что в музыкальной индустрии такое случается довольно редко, особенно когда это выливается на публику. Как вы поняли из названия, речь пойдет о Холзи и ее музыкальной карьере. Спойлер, у нее большие проблемы. Так что да, если вам интересна эта тема, вы любите копаться в музыкальных глубинах, я сомневаюсь, что данная тема будет обсуждаться как-то сильно публично, популярно в каком-нибудь стенд-твиттере, поэтому это, знаете, для таких музыкальных задротов, и оставайтесь, если вы такие. Ну а что, мы говорим о Холзе, потому что сегодня появилась информация о том, что лейбл Capital Records, на котором Холзи была, по-моему, всю свою карьеру, разорвал с ней контракт. И это еще не все. Также контракт с Холзи разорвал ее паблишер, это тот, кто публикует, владеет ее музыкой. Это Universal Music Group, которые, собственно, владели лейблом Capital Records. В целом это не какая-то экстра новость, контракты часто разрываются, заканчиваются, артисты ищут новые лейблы, лейблам не подходят их артисты, круговорот такой в природе происходит, и это нормально. Но благодаря изданию Hits Daily Double, который часто обладает разными инсайдами, интересными моментами, мы знаем, почему не срослось продолжение коллаборации между Halsey, Universal Music и Capital Records. И причины, к сожалению, серьезные. Я бы даже сказал, очень серьезные. Все началось в 2020 году, когда Холзи выпустила альбом Manic, и, если вы помните то время, еще прековидное, альбом, а точнее его синглы, тот же Without Me, очень хорошо себя показывали, Холзи была невероятно сильна в стриминге, и лейбл был очень доволен результатами, тем, как продался альбом, как его настримили, Холзи была просто на высоте, и все были очень довольны. Когда в музыкальном бизнесе лейбл очень доволен артистом, его показателями, и артист с ними уже там не первый год, а Холзи с ними уже выпустила много альбомов, то лейбл готов проспонсировать следующий альбом очень хорошими деньгами. Потому что, если вы вдруг не знаете, на каждую музыкальную эру артиста выделяется определенный бюджет. Иногда он заложен контрактом сразу, иногда нет. И так как лейбл был очень доволен показателями Холзи, естественно, уже верил в нее, доверял ее мнению, то ей выделили очень крупный бюджет на ее следующий альбом, который Холзи взяла и сделала с ним альбом If I Can Have Love, I Want Power. У меня есть обзор на этот альбом, он мне достаточно сильно понравился, это была интересная смена звучания, но, к сожалению, коммерческий альбом абсолютно провалился. До сих пор у него нет даже платина на территории США, его продажи составляют около 600 тысяч копий, что мало, давайте признаем честно. Ко всему этому последовало довольно дорогое промо, на которое Холзи и ее команда, потому что лейбл дает деньги, финансирование, а дальше уже как их потратить в целом решает артист и его команда. И Холзи с командой решили снять дорогущий фильм, сделать его прокат в кинотеатрах, что стоит нереальных денег, особенно для музыкального бизнеса. Соответственно, клипы тоже были частью этого дорогого фильма, весь продакшн, довольно сумбурно нестандартное промо. Соответственно, какими-то сильными цифрами ни на стриминге, ни в продажах это не подкрепилось, к сожалению. И что я узнал сегодня, так это то, что лейбл Capital Records потерял на Эри Холзи If I Can Have Love, I Want Power, внимание, 25 миллионов долларов. Для музыкальной индустрии это баснословные деньги. Очень большие. Ну, то есть, не знаю, контракт Адель с Sony Music, по-моему, составляет 120 миллионов долларов, и в него входит 4 или 5 альбомов. А тут вы понимаете, это бюджет
столько убытков с одного альбома Холзи. Тут можно долго разбираться, почему так случилось, что, зачем. Может быть, лейбл действительно сильно прогадал, настолько доверившись Холзи и ее материалу. Может быть, Холзи сильно прогадала, потому что так сильно поняла, что в нее верит лейбл, что решила делать что-то нестандартное. А альбом If I Can Have Love, I Want Power действительно очень некоммерческий, и хитов там нет, ну прям ни одного. Также, возможно, я считаю это очень реальным вариантом, это то, что команда Холзи просто не умела распоряжаться такими большими деньгами, и они просто всрали бюджет, потому что можно потратить огромное количество денег, если не особо задумываться, как ими распоряжаться, просто на запись альбома. Это студия, это звуковики, это режиссеры, это монтажеры, это продюсеры. На все это лейбл как бы не сильно контролирует. Вот он выделил бюджет, он хочет уже и ждет готового проекта. Соответственно, команда Холзи, ее менеджмент и сама Холзи уже распоряжались, на кого выделить эти деньги, каких продюсеров позвать. И, естественно, в этот весь бюджет нужно вложить их зарплаты, их гонорары, людей, которые работают на студии с тобой, которые снимают тебе материал, которые занимаются твоим промоушеном. И, видимо, тут у них все у всех пошло не по плану. И, честно, всрать 25 миллионов – это звездец. Почему я захотел даже об этом отдельное видео написать? Потому что последний раз публично подобные убытки лейблу случались 10 лет назад, причем ровно 10 лет назад. Это была Леди Гага с альбомом Art Pop, где лейбл тоже потерял на промоушене на всем 25 миллионов долларов. При этом у Леди Гаги получилось сохранить отношения с лейблом, она отработала эти деньги, потому что, опять же, рассказываю, как работают контракты артистов с лейблами, если вдруг у тебя провалился альбом. Обычно это работает так, что эти затраченные суммы, по сути, являются твоим долгом перед лейблом, они на тебе висят, и со следующими эрами ты обязан продаваться лучше, более коммерчески, сильнее, кататься по каким-нибудь промо, чтобы лейбл мог покрыть этот долг. Соответственно, с новыми альбомами артист не получает прибыли до того момента, пока не покроет расходы на прошлые, если они не окупились. Соответственно, Гага, допустим, со своими следующими эрами покрывала все убытки, которые нанес арт-поп, и объективно, очевидно, она их покрыла, все у нее сейчас с лейблом хорошо, на ту же хроматику ей в целом уже выделяли нормальный бюджет. Но вот у Холзи такого развития событий не случилось. Конечно же, она и не на уровне Леди Гаги, и непонятно, как дальше будет ее двигаться карьера, и будет ли вообще ее аудитория воспринимать и слушать в таких количествах, чтобы окупиться и работать дальше. И, к сожалению, лейбл и ее паблишер Universal Music приняли решение просто не продлевать и разорвать контракт с Холзи и на паблишинг, и на менеджмент, и на создание музыки. Почему это плохо? Да потому что причины-то все знают, особенно в индустрии, и то, что Холзи оказалась настолько сильно нерентабельной, очень сильно ударит по ее репутации как артиста, и так как сейчас она, ну, скажем так, в рамках музыки никто не представляет, за ней нету никакой команды лейбловской и менеджмента, то ей будет довольно тяжело найти новый контракт с каким-то новым музыкальным лейблом, где ей предложат какие-то большие гонорары, те, к которым она уже, допустим, привыкла, с которыми она работала, потому что у нее уже несколько было эр довольно популярных. И сейчас лейблы, даже которые будут предлагать ей контракты, будут, естественно, бояться рисковать своими деньгами и предлагать ей каких-то адекватных денег на то, чтобы она создавала свою музыку дальше. Это, конечно, может сильно ударить по ней как по артисту, и это может вызвать как и какие-то у нее попытки делать что-то совсем необычно, нетривиальное, либо же она будет сильно бросаться в какую-то коммерцию, чтобы хоть как-то доказать лейблам, что она еще может. Соответственно, ситуация интересная, она очень необычная, и такое в публичном пространстве случается очень редко, особенно когда мы еще можем узнать сумму, а ну, 25 миллионов это пиздец. Хочется, конечно, просто, знаете, так в космос послать пожелание Холзи не отчаиваться, работать дальше. Надеюсь, у нее все получится. И какой-нибудь новый лейбл и новый контракт откроют в ней какую-то, вот знаете, новую жилу, новое дыхание, и она вернется сильнее, лучше, круче, успешнее. Но такой вот кейс, я считаю, интересно разобрать, и вам, надеюсь, тоже было интересно послушать.
как вообще все это работает и происходит, потому что, ну, музыкальный бизнес — это в первую очередь бизнес. Так что всегда нужно думать о артистизме, о том, как тратить деньги, как ими распоряжаться, и изучать то, как работают бюджеты, потому что, по сути, если бы команда Халзи не потратила весь этот бюджет и вернула его лейблу, этих проблем можно было бы избежать. А если бы на лейбле работали люди, которые хорошо разбирались в бюджете и понимали, что давать такие деньги Холзи пока что опасно, то они бы тоже избежали таких проблем. Поэтому ситуация двоякая, кого винить в ней непонятно, потому что мы, конечно, не знаем, как тратились эти деньги, но факт того, что 25 миллионов, скажем так, не досчитались, это факт. Но это, пожалуй, все, что я вам хотел рассказать по этой ситуации. Надеюсь, вам было интересно послушать. Если да, не забудьте поддержать видос лайком, коммент написать. И в целом мне интересно послушать ваше мнение о данной ситуации. Но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.